Представьте, что вы идете не по дороге, а по собственным ошибкам. Сначала вокруг обычный лес, темный, незнакомый, тихий. Кажется, что нужно всего лишь найти тропу и выбраться. Но чем дальше вы идете, тем сильнее понимаете, этот лес не просто место. Это состояние человека, который потерял направление, который перестал понимать, где добро, где зло, где его собственный голос, а где чужие обещания. Именно с этого начинается божественная комедия Данте Алигьери, одно из самых известных путешествий в потусторонний мир. Сегодня мы не будем разбирать каждую строчку поэмы и не будем говорить сложным литературным языком. Мы просто спустимся вниз, круг за кругом. Посмотрим, как Данте представлял ад, кто туда попадает и почему наказания там устроены именно так. Важно помнить, ад Данте – это не просто набор страшных пыток. Почти каждое наказание в нем символично. Оно показывает, во что превращается человеческий порок, если дать ему полностью захватить человека. Данте ведет по аду древнеримский поэт Вергилий. Он становится для него проводником, голосом разума и спокойствия. Сам Данте часто боится, сомневается, сочувствует грешникам, иногда даже теряет сознание от ужаса. А Вергилий напоминает ему: они здесь не для того, чтобы спорить с каждым приговором, они здесь, чтобы увидеть правду. Ад у Данте похож на огромную воронку, уходящую глубоко в землю. Чем ниже спускаются герои, тем тяжелее грехи. Наверху находятся люди, которые не смогли справиться со своими желаниями. Ниже – те, кто сознательно причинял вред другим. А в самом центре ада оказываются предатели. 9 кругов, 9 ступеней падения, 9 способов потерять себя. Перед входом в ад Данте читает знаменитую надпись: «Оставьте надежду, всяк сюда входящий». Но, возможно, эта фраза страшна не потому, что надежды больше нет, а потому, что человек, дошедший до самого дна, больше не хочет меняться. Он застывает в своем выборе. Итак, сделаем первый шаг. Перед первым кругом равнодушные. Еще до настоящего ада Данте видит тех, кого трудно назвать и добрыми, и злыми. Это люди, которые всю жизнь не выбирали сторону. Они не совершали великих злодейств, но и не сделали ничего, когда могли помочь. Они боялись занять позицию, боялись ответственности, боялись потерять удобство. Теперь они вечно бегут за пустым знаменем. Оно не ведет никуда. Вокруг них жалят насекомые, а кровь и слезы падают на землю, где их пожирают черви. Это очень важная сцена. Данте начинает не с самых жестоких преступников, а с равнодушных, с тех, кто думал: «меня это не касается», с тех, кто видел несправедливость и проходил мимо. Их наказание не случайно. При жизни они ни за что не стояли. Теперь они вынуждены бесконечно бежать за символом, который ничего не означает. Иногда равнодушие выглядит безобидно. Человек не хочет вмешиваться в чужую ссору, не хочет замечать беду, не хочет говорить неудобную правду. Он убеждает себя, что сохраняет нейтралитет. Но Данте показывает, нейтралитет не всегда невинен. Когда рядом происходит зло, отказ сделать выбор тоже становится выбором. После этой толпы Данте и Вергилий подходят к реке Ахерон. Через нее души переправляет суровый лодочник Харон. Он не хочет брать Данте в лодку, ведь Данте еще жив. Но Вергилий объясняет: их путь разрешен свыше. Лодка отплывает, берег исчезает в темноте, и начинается первый круг ада. Первый круг ада – лимб. Первый круг называют лимбом. Здесь нет огня, пыток, криков и чудовищ. На первый взгляд это место даже кажется спокойным. Здесь зеленые луга, старинный замок, негромкая печаль. Но именно эта печаль и является наказанием. В лимбе находятся люди, которые были достойными, мудрыми, благородными, но не знали христианской веры или жили до ее появления. По представлениям Данте, они не совершили тяжких грехов, однако не могут войти в рай. Тут живут великие мыслители и поэты античности: Гомер, Гораций, Овидий, Сократ, Платон, Аристотель. Данте с огромным уважением относится к ним. Он не описывает их как злодеев. Наоборот, здесь чувствуется его восхищение человеческим разумом, знаниями, искусством. Но Лимб все равно остается адом. Почему? Потому что его жители живут без надежды увидеть Бога. Они не страдают физически, но чувствуют вечную нехватку чего-то главного. Они могут говорить, думать, помнить, обсуждать великие идеи, но перед ними всегда закрыта дверь. Это один из самых грустных кругов ада, потому что здесь нет привычного ужаса. Нет крови, нет пламени, нет монстров. Только осознание, что ты почти дошел до света, но никогда не сможешь в него войти.
Лимб поднимает сложный вопрос. Может ли хороший человек быть наказан просто потому, что родился не в то время, не в том месте, не знал определенной истины? Данте, как человек средневековья, отвечает в рамках своей веры. Но сам тон этой части показывает, что ему больно от такого устройства мира. Он не злорадствует, он не говорит «они заслужили», он смотрит на них с печалью. Наверное, лимб можно понять и шире. Это состояние человека, который многое знает, многое умеет, много достиг, но не нашел внутреннего смысла. Снаружи все выглядит достойно. Есть образование, талант, уважение. Но внутри остается вопрос, ради чего все это? Первый круг напоминает, что знания важны, но сами по себе они не всегда дают человеку полноту жизни. Данте идет дальше. Свет в лимбе постепенно исчезает, воздух становится тяжелее. Впереди слышен грохот. Второй круг ада. На входе во второй круг стоит Минос, древний царь и судья мертвых. Каждая душа подходит к нему и признается в своих грехах. Минос слушает, а затем обвивает свой длинный хвост вокруг тела определенное число раз. Столько кругов вниз должна спуститься душа. За Миносом начинается царство вечного урагана. Здесь находятся те, кто при жизни позволил страсти управлять собой. Люди, для которых желание стало важнее верности, разума, обещаний, чужой боли и собственной ответственности. Их бесконечно носит ветер. Они не могут остановиться, не могут сесть, не могут обнять друг друга по-настоящему. Иногда души сближаются в потоке, а потом их снова разрывает буря. Почему именно ветер? Потому что при жизни эти люди сами были похожи на тех, кого несет ветром. Они не управляли собой. Их вела страсть, настроение, минутное желание. Они говорили «я ничего не мог с собой поделать». Теперь это становится их вечной реальностью. Данте видит здесь многих известных персонажей – Елену Троянскую, Клеопатру, Тристана. Но особенно его трогает история Франчески да Римини и Паоло. Франческа рассказывает, что они с Паоло читали историю о рыцаре Ланселоте и королеве Гвиневре. Они читали вместе, постепенно все сильнее вовлекаясь в рассказ о чужой любви. В какой-то момент Паоло поцеловал Франческу. Этот поцелуй стал началом их связи и в итоге их гибели. Франческа говорит мягко, красиво, почти как героиня романтического романа. Она будто оправдывает себя любовью. Мол, любовь сама пришла, любовь заставила, любовь не позволила отказаться. Но Данте показывает опасную вещь. Иногда человек называет любовью то, что на самом деле является бегством от ответственности. Любовь может быть светлой. Она может требовать терпения, честности, заботы. Но страсть, которая разрушает других людей и не признает никаких границ, это уже не любовь в высоком смысле. Это желание, которое хочет получить свое любой ценой. Данте так глубоко сопереживает Франческе, что теряет сознание. Он падает, как падает мертвое тело. Этот момент очень человеческий. Данте не превращается в холодного судью. Он понимает, что за грехом стоят настоящие чувства – боль, слабость, одиночество. Но сочувствие не отменяет последствий. Второй круг ада говорит нам, чувства не делают нас плохими. Желание, любовь, влечение – естественная часть жизни. Проблема начинается тогда, когда человек перестает спрашивать себя, что будет с другими, что я разрушаю, кому я лгу. Можно очень красиво говорить о любви и при этом причинять боль. Можно обвинять судьбу, обстоятельства другого человека. Но у каждого все равно остается момент выбора. Ветер второго круга не прекращается никогда. И в этом есть страшная точность. Когда человек полностью отдает управление своим желаниям, он перестает быть свободным. Ему кажется, что он живет ярко. На самом деле его несет поток. Третий круг ада – чревоугодие. После урагана второго круга Данте попадает под ледяной грязный дождь. Он идет без остановки. С неба падает не чистая вода, а тяжелая смесь дождя, града и грязи. Земля превратилась в холодное болото. В нем лежат души тех, кто при жизни слишком много думал о еде, напитках, удовольствиях тела. Здесь их охраняет Цербер. Огромный трехглавый пес из древнегреческих мифов. Он лает, рычит, разрывает души когтями и зубами. Вергилий бросает ему в пасть горсть земли. Цербер отвлекается, как голодная собака, и путники проходят дальше. Третий круг часто воспринимают слишком буквально. Кажется, что Данте осуждает любого, кто любит вкусную еду или любит хорошо жить, но дело не в удовольствии как таковом. Чревоугодие – это состояние, когда человек превращает потребление в смысл жизни. Ему всегда мало, он не умеет остановиться, он не наслаждается, он поглощает.
Еда, алкоголь, покупки, развлечения, дорогие вещи, бесконечный просмотр видео, азарт, постоянная необходимость что-то заказать, съесть, купить, получить. Все это может быть разным по форме, но одинаковым по сути. Человек пытается заполнить внутреннюю пустоту чем-то внешним. На короткое время становится легче, потом снова пусто, и снова нужно что-то еще. Именно поэтому в третьем круге нет красивого пира. Здесь нет столов, музыки, удовольствия, есть только грязь и холод. То, что казалось наслаждением, превращается в отвратительное болото. Данте разговаривает с одной душой. Чакко, человеком из Флоренции. Его имя можно перевести примерно как «поросенок» или «обжора». Но Чакко не только говорит о своей личной судьбе. Он предсказывает Данте политические конфликты во Флоренции. Этот эпизод важен, потому что показывает, личные пороки и общественные проблемы часто связаны. Город, где каждый думает только о себе, о своей выгоде и удовольствии, легко становится местом зависти, конфликтов и борьбы за власть. Чревоугодие не только про еду, это про неспособность сказать себе «достаточно». В современном мире это особенно понятно. Нам постоянно предлагают больше. Больше контента, больше покупок, больше развлечений, больше впечатлений. Алгоритмы умеют удерживать внимание. Реклама умеет создавать чувство, будто нам чего-то не хватает. И очень легко начать жить в режиме бесконечного потребления. Но Данте словно задает вопрос. Если ты постоянно чем-то заполняешь себя, остается ли у тебя время услышать, чего ты на самом деле хочешь? Третий круг– это не наказание за радость жизни. Это предупреждение против жизни, в которой радость заменили бесконечным поглощением. Дальше Данте встречает Плутоса, демона богатства. Его речь звучит бессмысленно, почти как набор странных слов. Вергилий быстро успокаивает его, и путники проходят в четвертый круг. Здесь души разделены на две толпы. С одной стороны жадные. Те, кто копил богатство, держался за деньги, не хотел делиться, измерял свою ценность количеством вещей. С другой стороны расточители. Те, кто бездумно тратил, бросал все на ветер, превращал деньги в игру, не думал о последствиях. Обе группы катят огромные тяжелые камни. Они толкают их навстречу друг другу, сталкиваются, кричат: «Вей, зачем ты копишь? Зачем ты транжиришь?» Затем разворачиваются, снова катят камни и снова сталкиваются. И так вечно. Это одно из самых точных наказаний Данте, потому что жадность и расточительство кажутся противоположностями, но на самом деле у них один корень. И жадный, и расточитель слишком сильно зависят от денег. Только один боится их потерять, а другой хочет через них почувствовать силу, свободу или удовольствие. Жадный может иметь все, но жить в постоянной тревоге. Ему кажется, что никогда недостаточно. Он не видит в людях людей, только возможные расходы, угрозы или инструменты. Расточитель, наоборот, может выглядеть щедрым и веселым, но если он тратит без меры, не думая о близких, о будущем, о своих обязанностях, то это тоже форма безответственности. Данте не говорит, что богатство само по себе зло. В его аду есть богатые люди, но есть и бедные. Проблема не в количестве денег, а в отношении к ним. Деньги могут быть инструментом. С их помощью можно помогать, создавать, защищать семью, учиться, строить дом, поддерживать важное дело. Но когда деньги становятся главной целью, человек начинает катить свой камень. Интересно, что Данте не узнает многих душ в этом круге. Их лица как будто стерты. Возможно, потому что жадность и расточительство лишили их личности. Они стали не людьми с именами, мечтами и характером, а просто теми, кто копит или тратит. В этом есть горькая правда. Иногда человека начинают описывать только его отношением к материальному. Богатый, бедный, успешный, неуспешный, выгодный, бесполезный. И за этими словами исчезает живой человек. Четвертый круг напоминает о мере. Щедрость не то же самое, что расточительность. Бережливость не то же самое, что жадность. Свобода – невозможность покупать все подряд. А достаток – не обязательно огромное количество вещей. Настоящая свобода появляется тогда, когда вещи служат человеку, а не человек служит вещам. Пятый круг ада, гнев и уныние. Пятый круг – это темное болото реки Стикс. На поверхности мутной воды дерутся разгневанные души. Они бьют друг друга, кусают, рвут на части. Их ярость не утихает ни на секунду. Они кричат, обвиняют, ненавидят. Под водой находятся другие души, унылые. Те, кто при жизни был погружен в мрачную апатию, в пассивную злость, в отказ жить. Они не дерутся. Они лежат под грязной водой и бормочут слова, которые почти невозможно разобрать.
Они говорят примерно так. Мы были грустны в ясном мире, который радуется солнцу. Теперь мы грустим в черной грязи. Гнев и уныние снова выглядят противоположностями. Один человек взрывается, другой замыкается. Один кричит, другой молчит. Но оба могут быть захвачены внутренней тьмой. Гнев сам по себе не всегда плох. Иногда он появляется, когда нарушают важные границы, когда происходит несправедливость, когда кого-то обижают. Такой гнев может стать силой, которая помогает защитить себя или другого. Но гнев превращается в порок, когда человеку нравится злиться, когда он ищет повод унизить, обидеть, победить в споре, когда ярость становится способом почувствовать себя сильнее. Посмотрите на людей, которые живут в постоянном конфликте. Они могут спорить с близкими, ругаться с незнакомыми людьми, писать оскорбления в интернете, срываться на тех, кто слабее. Им кажется, что проблема всегда снаружи. Виноваты все вокруг. А в пятом круге Данте показывает, что такая ярость в итоге пожирает самого человека. Ты хотел ударить мир, а оказался в болоте, где все бесконечно бьют друг друга. Уныние в поэме Данте не просто грусть и не медицинская депрессия, которую нельзя сводить к моральному выбору. В современном понимании депрессия – серьезное состояние, требующее поддержки и иногда лечения. Данте пишет в другой эпохе и говорит прежде всего о духовной апатии. О состоянии, когда человек сознательно отказывается от добра, радости, участия в жизни. Это может выглядеть так. «Мне все равно. Ничего не имеет смысла. Пусть все развалится. Я не буду ничего делать». Иногда за такими словами стоит настоящая боль, но иногда привычка ничего не менять и никого не поддерживать. Унылый человек из пятого круга не выпускает свою тьму наружу, как гневный. Он носит ее внутри, пока она не становится болотом. На берегу Стикса Данте видит Филиппо Ардженти, флорентийского политика, которого поэт явно не любил. Ардженти пытается схватить лодку. Данте не проявляет к нему привычного сочувствия и говорит резко. Другие разгневанные души набрасываются на Ардженти. Это довольно личный эпизод. Он напоминает, даже великий поэт не всегда свободен от обиды. Данте рассказывает о справедливости, но сам тоже человек со своими врагами. За болотом поднимаются стены города Дита, Нижнего Ада. Здесь заканчиваются грехи, связанные со слабостью и неумением управлять собой. Дальше начнутся грехи, в которых уже есть сознательное насилие и обман. Шестой круг ада – еретики. Город Дита охраняют демоны. Они пытаются не пустить Данте и Вергилия внутрь. На стенах появляются фурии – мифологические существа, связанные с местью. Они угрожают вызвать Медузу, чей взгляд превращает человека в камень. Вергилий закрывает Данте глаза. Он говорит ему не смотреть. Этот момент можно понимать как предупреждение. Есть образы и мысли, которые могут парализовать человека страхом. Иногда разуму нужна защита, чтобы не застыть перед ужасом. В конце концов, к воротам приходит небесный посланник и открывает путь. Данте и Вергилий входят в шестой круг. Здесь всюду стоят раскаленные могилы. Из них доносятся стоны. В этих гробницах лежат еретики. Люди, которые, по представлениям Данте, отвергали важные религиозные истины, особенно веру в бессмертие души. Почему именно могилы? Потому что некоторые из этих людей считали, что после смерти ничего нет. Для них все заканчивается телом и землей, и теперь они заключены в могилах, но не могут исчезнуть. Данте разговаривает с Фаринатой делли Убрики, сильным и гордым политическим противником из Флоренции. Даже находясь в огненной могиле, Фарината держится величественно. Он поднимается из гроба, будто все еще стоит на городской площади и спорит с врагами. Рядом с ним Данте встречает Кавальканте, отца своего друга Гвидо. Кавальканте тревожно спрашивает о сыне. Он неправильно понимает слова Данте и думает, что Гвидо умер. В отчаянии он падает обратно в гробницу. В одной сцене рядом оказываются два совершенно разных человека. Гордый политик, которого даже ад не заставил забыть о власти, и отец, который думает только о сыне. Шестой круг не так прост, как может показаться. Сегодня слово «ересь» звучит иначе, чем во времена Данте. Мы живем в мире, где люди имеют разные религии, убеждения и право сомневаться. Поэтому важно не переносить средневековую картину мира буквально. Но символически этот круг можно понять так. Человек может настолько закрыться в своей уверенности, что перестает видеть что-либо, кроме собственной идеи. Любая идея, политическая, религиозная, научная, личная, становится опасной, когда человек начинает считать всех несогласных не людьми, а врагами. Когда убеждение превращается в каменную могилу, из которой уже невозможно услышать другого.
Раскаленные гробницы — это образ сознания, которое само себя заперло. В нем жарко, тесно, больно, но выйти невозможно, потому что человек больше не допускает, что может ошибаться. После шестого круга дорога становится еще страшнее. Данте и Вергилий идут к краю огромного обрыва. Внизу начинается седьмой круг — круг насилия. Седьмой круг ада — насилие. Седьмой круг разделен на 3 пояса. Здесь находятся те, кто причинял насилие другим, себе или нарушал сам порядок природы и жизни. На входе стоит Минотавр, существо с телом человека и головой быка. Он обезумел от ярости. Пока он бросается на себя в бешенстве, Вергилий проводит Данте мимо. Это тоже символично. Насилие часто кажется силой, но на самом деле оно почти всегда связано с потерей контроля. Минотавр огромен и страшен, но он не может даже остановиться и понять, что происходит вокруг. Первый пояс — насилие над другими. В первом поясе седьмого круга течет река кипящей крови — флегетон. В ней находятся тираны, убийцы, грабители, военачальники, люди, которые проливали чужую кровь ради власти, денег, удовольствия или мести. Чем больше крови человек пролил при жизни, тем глубже он погружен в реку. Кто-то стоит по пояс, кто-то по шею, кто-то полностью скрыт в кипящей крови. По берегам ходят кентавры с луками. Они следят, чтобы никто не пытался выбраться выше положенного. Если душа поднимается, в нее летит стрела. Данте называет здесь Александра Македонского, Аттилу, разных жестоких правителей и разбойников. Некоторые имена в поэме спорны с точки зрения истории, но логика понятна. Тот, кто сделал кровь инструментом своей власти, теперь сам находится в крови. Это один из самых прямых кругов ада. Здесь нет сложной загадки. Насилие против другого человека всегда оставляет след. Оно не исчезает только потому, что победитель написал свою версию истории. Когда человек причиняет боль, он может оправдывать себя чем угодно — приказом, войной, местью, необходимостью, выгодой, идеологией. Иногда ситуации действительно бывают трагически сложными, но Данте не позволяет спрятаться за красивыми словами. Кровь остается кровью. Особенно страшно то, что насилие часто начинается не с большого преступления. Оно может начаться с презрения, с убеждения, что кто-то слабее и поэтому не заслуживает уважения, с привычки унижать, с удовольствия от чужого страха. Кипящая река напоминает, чужая боль не растворяется бесследно. Она возвращается к тому, кто сделал ее частью своей жизни. Второй пояс — насилие над собой. Во втором поясе Данте попадает в мрачный лес. Здесь вместо обычных деревьев растут души самоубийц. Их ветви сухие, темные, искривленные. На них сидят гарпии, существа с телом птицы и женскими лицами. Они клюют листья и ломают ветви. Данте не понимает, что перед ним души. Вергилий просит его сорвать ветку с одного дерева. Из надлома начинает течь кровь, и дерево говорит человеческим голосом. Это Пьер де Лавинья, советник императора Фридриха II. Он рассказывает, что был оклеветан, потерял честь и в отчаянии покончил с собой. Почему Данте помещает самоубийц в деревья? По его логике, человек, который сам отказался от своего тела, теряет право на человеческий облик. После страшного суда эти души получат свои тела обратно, но не смогут соединиться с ними. Тела будут висеть на ветвях их деревьев. Это крайне тяжелый эпизод, и здесь особенно важно говорить осторожно. Самоубийство не слабость характера и не простая моральная ошибка. В реальной жизни за такими мыслями часто стоит невыносимая боль, травма, одиночество, психическое заболевание, ощущение, что выхода нет. Людям в таком состоянии нужна не осуждающая речь, а помощь, безопасный разговор и поддержка специалистов. Данте жил в XIV веке, и его взгляд отражает религиозные представления его времени. Мы можем читать этот круг как часть его художественного мира, но не как повод осуждать тех, кто переживает кризис. Если вы сами сейчас чувствуете, что можете причинить себе вред, пожалуйста, не оставайтесь с этим в одиночестве. Свяжитесь с близким человеком, местной экстренной службой или кризисной линией в вашей стране. Просить помощи – это не слабость. В этом же поясе находятся расточители жизни и имущества, которые все уничтожали в отчаянии или безумии. За ними гонятся черные суки, разрывающие их на части. В широком смысле этот пояс говорит о том, что человек может быть жесток к себе, не только физически. Иногда мы годами уничтожаем себя ненавистью, самообвинением, вредными привычками, отказом от любой помощи. Лес самоубийц – образ боли, которая не смогла стать словами. Вместо того, чтобы быть услышанной, она превратилась в молчаливые искривленные деревья.
Третий пояс – насилие против Бога, природы и искусства. Третий пояс седьмого круга – выжженная пустыня. Сверху падает огненный дождь. На раскаленном песке мучаются разные души. Одни лежат неподвижно, другие сидят, третьи постоянно бегут. В средневековой системе Данте сюда попадают богохульники, ростовщики и люди, которых он считал совершившими грехи против природы. Некоторые его оценки отражают предубеждения его эпохи и не должны восприниматься как моральная норма сегодня. Но сам образ пустыни и огненного дождя можно понять более широко. Это пространство, где человек идет против всего, что поддерживает жизнь. Он превращает мир в бесплодную землю. Вокруг нет воды, нет тени, нет покоя. Только жар, песок и огонь. Данте встречает здесь своего учителя Брунетто Латини. Это очень трогательная сцена. Брунетто был важным для Данте человеком, наставником, интеллектуалом. Он идет в толпе тех, кто должен постоянно бежать под огненным дождем. Данте разговаривает с ним уважительно. Он называет его учителем, благодарит за знания, но не может вывести его из круга и не может отменить приговор. Этот эпизод показывает сложность отношения Данте к людям. Он может любить человека, уважать его, быть ему благодарным и все равно видеть его как грешника в рамках своей картины мира. Возможно, здесь есть урок и для нас. Люди редко бывают полностью хорошими или полностью плохими. Человек может сделать для вас много важного и при этом иметь поступки, с которыми вы не согласны. Можно видеть в нем оба этих слоя, не превращая его ни в святого, ни в чудовище. Седьмой круг заканчивается у огромного водопада. Вергилий бросает в пропасть веревку Данте, и из глубины поднимается чудовище Герион. У него лицо честного человека, тело змеи и хвост скорпиона. Так Данте переходит к восьмому кругу. Кругу обмана. Восьмой круг ада. Обман. Если насилие причиняет боль прямо, то обман делает это через доверие. Именно поэтому для Данте обман хуже простого насилия. Тот, кто нападает открыто, хотя бы не скрывает угрозу. Но обманщик сначала заставляет поверить, а потом использует эту веру против человека. Восьмой круг называется Малибольге – злые рвы. Он состоит из 10 глубоких рвов, соединенных мостами. В каждом рву свой вид обмана. Герион переносит Данте и Вергилия вниз. Полет страшный. Данте чувствует, как земля исчезает под ногами, а воздух становится холоднее. Они садятся в первом рву. Первый ров – соблазнители и сводники. Здесь две толпы идут навстречу друг другу. Их хлещут демоны с кнутами. Это те, кто использовал других людей как инструмент для собственных желаний или выгоды. Соблазнители, сводники. Те, кто манипулировал чувствами, обещал любовь ради власти или денег. Наказание похоже на бесконечный унизительный марш. При жизни эти люди подталкивали других, направляли, давили, использовали слабости. Теперь их самих гонят ударами. Второй ров – Лея льстец. Во втором рву души погружены в грязь и нечистоты. Здесь находятся льстецы, те, кто говорил приятные слова не потому, что считал их правдой, а потому, что хотел получить выгоду. Лесть кажется мелким грехом, но Данте видит в ней особый вид лжи. Льстец не просто обманывает фактами, он искажает человеку взгляд на самого себя. Он говорит: «Ты гений, ты всегда прав, все вокруг тебе завидуют», хотя на самом деле хочет получить деньги, должность, защиту или расположение. Такие слова могут быть сладкими, но внутри они пусты. Поэтому в аду льстецы погружены в то, чем стали их речи – в грязь. Третий ров. В рву находятся люди, которые торговали церковными должностями и священными вещами. Их головы засунуты в каменные ямы, а ноги торчат наружу и горят огнем. Этот грех называется симонией, по имени Симона Волхва, который, согласно библейскому сюжету, пытался купить духовную силу за деньги. Для Данте это особенно болезненная тема. Он резко критикует церковных деятелей, которые превратили веру в инструмент богатства и политики. В современном смысле этот ров можно увидеть там, где человек продает то, что вообще не должно продаваться. Доверие, совесть, справедливость, чужую надежду. Когда кто-то использует высокие слова «вера», «патриотизм», «семья», «свобода», «помощь людям» только ради личной выгоды, он делает примерно то, что осуждает Данте. В четвертом рву идут люди, у которых головы повернуты назад. Они вынуждены смотреть себе за спину и не могут видеть, куда идут. Это гадатели, астрологи, лжепророки и те, кто пытался незаконно узнать будущее. Данте считает, что они хотели слишком далеко заглянуть вперед, поэтому теперь не могут смотреть вперед вообще. Этот образ очень запоминающийся.
он не столько про любопытство к будущему, сколько про попытку полностью его контролировать. Человек хочет знать все заранее, чтобы никогда не рисковать, не доверять, не принимать решений в неопределенности. Но жизнь устроена иначе. Мы всегда идем вперед, не зная всего. Попытка получить абсолютную уверенность часто делает нас слепыми к настоящему. Окружены взяточники и продажные чиновники. Демоны с крюками следят, чтобы никто не показался на поверхности. Если душа высовывается, ее цепляют и бросают обратно в смолу. Почему смола? Потому что коррупция липкая. Она прячется, пачкает все вокруг, делает любое движение опасным. Снаружи система может выглядеть нормальной. Законы, учреждения, красивые речи. Но внутри все склеено взятками, договоренностями и страхом. Данте с Вергилием едва не становятся жертвами этих демонов. Здесь появляется много черного юмора. Демоны спорят, обманывают друг друга, ведут себя почти как карикатурные чиновники. Но смешное быстро становится страшным. Коррупция разрушает доверие. Человек перестает верить, что справедливость существует. Он думает, все можно купить, любой вопрос решается через связи, честность– это просто наивность. Именно в таком мире человек как будто тонет в черной смоле. Шестой ров лицемера. В шестом рву идут лицемеры. На них надеты красивые золотые плащи. Они сияют снаружи, но внутри сделаны из тяжелого свинца. Каждый шаг дается им с огромным трудом. Это, пожалуй, один из самых ясных образов всей поэмы. Лицемерие выглядит красиво. Человек говорит правильные слова, показывает добродетель, осуждает чужие ошибки. Но внутри может скрываться холодный расчет. Золотой плащ– это репутация, образ, публичная маска. Свинец внутри– это тяжесть лжи, которую приходится все время носить с собой. Лицемер иногда обманывает окружающих, но прежде всего он обманывает себя. Он так долго играет роль хорошего человека, что перестает понимать, кто он без этой роли. Седьмой ров – воры. В седьмом рву кишат змеи. Они кусают души воров, и те сгорают, превращаются в пепел, а потом снова собираются в тела. Некоторые души и змеи меняются формами. Человек становится змеей, змея – человеком. Это очень странная, почти фантастическая часть ада. Данте описывает превращение подробно, будто соревнуется с античными мифами. Почему воры постоянно меняют облик? Потому что кража нарушает границу между «моё» и «твоё» и «твоё». Вор присваивает чужое, стирает чужую личную границу. В ответ его собственная форма становится нестабильной. Он больше не принадлежит себе. Конечно, причины краж бывают разными. Бывает бедность, отчаяние, голод. Данте пишет о моральной категории в рамках своей поэмы, а не о современной системе права, где важны обстоятельства, помощь и справедливое разбирательство. Но образ остается сильным. Человек, который привык брать чужое, постепенно теряет понимание собственной ценности. Восьмой ров, лукавые совечки сии. В восьмом рву души горят внутри отдельных языков пламени. Это лукавые советчики. Люди, которые использовали ум, красноречие и авторитет, чтобы вести других к обману, преступлению или гибели. Данте встречает здесь Улисса, которого мы знаем как Одиссея. У Данте он не просто герой-путешественник, а человек, которого не могла остановить жажда знания и приключений. Улисс рассказывает, как после возвращения домой снова отправился в путь. Он убедил своих старых спутников плыть за пределы известного мира. Он сказал им, что они созданы не для животной жизни, а для познания и доблести. Звучит вдохновляюще. Но корабль погиб, все спутники утонули. В этом и трагедия Улисса. Его слова были великими, но он использовал их, чтобы увлечь других туда, куда не имел права вести. Его жажда познания стала сильнее ответственности перед теми, кто ему доверился. Это очень современная история. Харизматичный человек может говорить красиво, уверенно, вдохновляюще. Он может обещать успех, свободу, новую жизнь. Но важно спрашивать, куда он ведет, кто заплатит цену, и несет ли он сам ответственность за свои слова. Девятый ров. Сеятелли раздора. В девятом рву души постоянно разрубают демоны. Раны заживают и их снова разрубают. Здесь находятся те, кто создавал раскол, разжигал вражду, ссорил семьи, народы, друзей, религиозные и политические группы. При жизни они разделяли людей словами и действиями. Теперь их собственные тела бесконечно разделяют на части. Данте помещает сюда исторических и религиозных персонажей, что отражает его личные и средневековые взгляды. Но общий смысл понятен. Раздор редко возникает сам по себе. Иногда его сознательно создают те, кому выгодно, чтобы люди ненавидели друг друга.
Самый простой способ управлять людьми — убедить их, что рядом враг. Не человек со сложной жизнью, а враг. Тогда можно не слушать, не понимать, не сеятели раздора часто говорят, что просто говорят правду. Но правда не требует унижать, натравливать и разрушать. Правда может быть жесткой, но она не обязана превращать людей в толпу, которая хочет разорвать друг друга. Десятый фальшивомонетчики и лжецы. В последнем рву восьмого круга находятся подделыватели, лжесвидетели, мошенники и лжецы. Здесь царят болезни, жар, зуд, безумие и тяжелая вонь. Люди дерутся, бредят, обвиняют друг друга. Почему так? Потому что ложь похожа на болезнь. Она заражает отношения между людьми. Одна ложь рождает другую. Чтобы поддерживать обман, приходится запоминать все больше деталей, создавать новые версии, искать виноватых. Фальшивомонетчик подделывает деньги. Лжесвидетель подделывает правду. Мошенник подделывает доверие. Все они создают нечто, что выглядит настоящим, но внутри пусто. Когда подделок становится слишком много, никто уже не знает, чему верить. После 10-го рва Данте и Вергилий подходят к колодцу. В нем стоят огромные великаны, они выглядят как башни. Среди них Немрод, Бриарей, Антей. Антей помогает путникам спуститься в последний, 9-й круг ада. Здесь нет огня, здесь лед. 9-й круг ада – предательство. 9-й круг – это замерзшее озеро Кацит. Чем ниже Данте спускался, тем становилось холоднее. Это может удивить. Мы привыкли представлять ад как место вечного пламени. Но у Данте в самом низу царит ледяная неподвижность. Почему? Потому что предательство – это не горячая страсть. Оно часто бывает холодным. Оно требует расчета. Человек знает, что другой ему доверяет, знает, куда ударить, и все равно делает это. В 9-м круге нет ветра, криков и суматохи. Здесь почти все замерло. Души вмерзли в лед в разной степени. Кто-то может говорить, кто-то только плачет. У кого-то слезы сразу замерзают на лице. 9-й круг разделен на 4 зоны по типу предательства. Первая зона – Каина. Каина названа в честь Каина, убившего своего брата Авеля. Здесь находятся предатели родственников. Те, кто разрушил доверие внутри семьи, предал брата, сестру, родителей, детей, близких. Они вмерзли в лед по шею и могут наклонять головы. Семья не всегда бывает безопасным местом. Это важно помнить. Не каждый разрыв отношений является предательством. Иногда дистанция необходима, чтобы защитить себя. Но Данте говорит о другом, о сознательном ударе по тому, кто был связан с тобой особым доверием. Предательство родных особенно болезненно, потому что человеку трудно от него защититься. От врага ты ждешь угрозы, от близкого – поддержки. Вторая зона – Антенора. Антенора названа в честь троянца Антенора, которого средневековая традиция считала предателем своего города. Здесь находятся предатели родины, государства, своего народа или сообщества. Они вмерзли глубже, почти не могут двигаться. Эта часть заставляет задуматься, что такое верность общему дому. Это не слепое подчинение любой власти. Данте жил в мире постоянных политических конфликтов, изгнаний и войн. Для него предательство было личной болью. Самого Данте изгнали из Флоренции, и он больше не смог вернуться. Поэтому в его поэме «Предатель города» один из самых страшных образов. Но в современном мире важно различать предательство людей и несогласие с властью. Критиковать несправедливость, защищать права, говорить неприятную правду не значит предавать. Напротив, иногда молчание перед злом и есть предательство общего дома. Третья зона – Птолемея. Птолемея названа в честь Птолемея, который пригласил своих гостей на пир, а затем приказал убить их. Здесь находятся предатели гостей и тех, кому дали обещание безопасности. Их головы вмерзли в лед так, что они мием плани не могут вытереть слезы. Слезы замерзают в глазах и не дают им плакать. Это страшная деталь. Плач обычно приносит хотя бы небольшое облегчение. Но здесь даже слезы не могут выйти. Предать гостя значит разрушить одну из самых древних человеческих норм. Если человек пришел к тебе под защиту, ты не должен использовать его доверие против него. Это можно понять не только буквально. Каждый раз, когда кто-то раскрывает нам свою слабость, секрет, страх или боль, он как будто становится гостем в нашем внутреннем доме. И мы выбираем, как поступить с этим доверием. Можно сохранить его, можно поддержать, а можно использовать против человека в нужный момент. Данте считает это одним из самых холодных видов предательства. Четвертая зона – Иудекка.
Самая нижняя часть девятого круга называется Иудека по имени Иуды Искариота. Здесь находятся предатели своих благодетелей, учителей, хозяев, тех, кто дал им защиту и добро. Они полностью вмерзли в лед, и их даже не видно, они лишены голоса и движения. В центре озера стоит Люцифер. Он не похож на величественного правителя ада из фильмов и легенд. У Данте Люцифер огромен, уродлив и беспомощен. У него 3 лица. Одно красное, одно темное, одно бледное. Из 6 глаз текут слезы. Из 3 пастей он вечно жует 3 величайших предателей. В центральной пасти Иуда, предавший Иисуса. В 2 боковых Брут и Кассий, предавшие Юлия Цезаря. Для Данте это высшая точка предательства. Предать того, кому ты обязан доверием, любовью, защитой или благом. Но самое удивительное в образе Люцифера – его крылья. Он машет ими, пытаясь выбраться, но именно от этих гигантских крыльев идет ледяной ветер. Этот ветер замораживает озеро Коцет и удерживает Люцифера в плену. То есть Люцифер сам создает собственную тюрьму. Он пытается освободиться, и каждым движением делает свое заключение крепче. Это один из самых сильных образов всей поэмы. Иногда человек сам поддерживает то, от чего страдает. Он повторяет одни и те же разрушительные действия, обвиняет всех вокруг, пытается вырваться и не замечает, что именно его поступки создают холод. Люцифер у Данте не могущественный король тьмы. Он жалкое, замерзшее существо, которое бесконечно пережевывает свое поражение. И вот в этом, возможно, главный ужас ада Данте. Не огонь, не чудовища, не крики, а невозможность выйти за пределы самого себя. Дорога назад. Казалось бы, на этом все. Данте дошел до самого дна, ниже идти некуда. Но именно здесь начинается путь вверх. Вергилий говорит Данте забраться по телу Люцифера. Они спускаются по его шерсти вниз. В какой-то момент Данте чувствует, что направление меняется. То, что было вниз, вдруг становится вверх. Они проходят через центр Земли. За пределами ада они снова видят звезды. Это очень важный финал первой части божественной комедии. Данте не заканчивает путешествие во тьме. Он выходит из ада не потому, что ад исчез. И не потому, что он стал проще. Он выходит потому, что путь был пройден до конца. 9 кругов ада можно читать по-разному. Можно воспринимать их как средневековую религиозную картину мира. Можно как огромную поэтическую фантазию, в которой соединились христианство, античные мифы, политика и личные обиды Данте. Можно как психологическую карту человеческих слабостей. Похоть, когда желание начинает управлять человеком. Чревоугодие, когда потребление пытается заменить смысл. Жадность и расточительство, когда вещи становятся важнее людей. Гнев и уныние, когда внутренняя тьма превращается в способ жить. Ересь, когда уверенность становится тюрьмой. Насилие, когда человек причиняет боль другим или себе. Обман, когда доверие превращают в инструмент. Предательство, когда удар приходит от того, кому открыли сердце. Но главное, что Данте показывает, ад – это не всегда что-то далекое, подземное и мифическое. Он начинается в тот момент, когда человек перестает видеть последствия своих поступков. Когда говорит «я ничего не решаю», когда оправдывает жестокость, когда использует другого, когда лжет так часто, что сам уже не знает, где правда, когда предает доверие и считает это выгодной сделкой. И все же путешествие Данте не оставляет нас без надежды. Он входит в ад живым человеком, испуганным, растерянным, иногда слабым. Он не идеален. Он сочувствует не тем, кому нужно, злится на своих врагов, не всегда понимает то, что видит. Но он продолжает идти. Возможно, именно это и есть главный смысл его пути. Чтобы выйти к свету, сначала нужно честно посмотреть на тьму. Не только на чужую, но и на ту, которая может быть внутри нас. И когда после всей этой темноты Данте снова видит звезды, это не просто красивый образ. Это напоминание. Путь наверх всегда начинается с одного шага, даже если до этого ты очень долго шел вниз.